Донецкой Народной Республики существенных изменений не претерпела и остается сама по себе очень напряженной. Интенсивность обстрелов со стороны украинских силовых структур за минувшие сутки уменьшилась и составила 30 фактов нарушения режима прекращения огня. Из них 16 темное время суток. Артиллерия 3 раза 15 выстрелов, танков 1 раз 6 выстрелов, минометов 11 раз 76 выстрелов, ТУР-1, гранатометы и стрелковое оружие 12 раз. Потери среди личного состава армии ДНР, 1 человек ранен. Украинские силовики продолжают проведение провокаций, используя при этом тяжелую артиллерию, танки, минометы, противотанковые управляемые ракеты, гранатометы и стрелковое оружие. В частности, обстрелам подвергались населенные пункты Широкино, Спартак, Горловка, Жабичево, Ясиновато, Саханка, Шахта Октябрьская, это территория города Донецка, Вольво-центр и район Донецкого аэропорта. Наиболее активного минометного обстрела подвергся район Донецкого аэропорта. Там были зафиксированы обстрелы со стороны опытного из 120 мм и 82 мм минометов 34 выстрела. Также был зафиксирован обстрел из 152 мм артиллерийской системы. Населенный пункт Спартак 2 раза, шахта Октябрьская 8 раз. Вот, кратко то, что произошло за минувшие сутки. Хотелось бы опять подчеркнуть о том, что 152-ми бьют по черте города. Потому что шахта и поселок Октябрьский – это черта города Донецка. Слушаю вопрос. По поводу парада, это уже генеральная репетиция? Нет, это не генеральная репетиция. Генеральная репетиция будет позже. Всем будет средства массовой информации доведено. В ней будет участвовать не только личный состав, но еще и техника. Вы сможете это все потом. Это была подготовительная часть. Ну вот мы сегодня большинство, в принципе, из наших коллег-любителей все снимали. Такое же количество личного состава? Нет. Количество тоже. Это был прогон уже с определением. Вы, наверное, слышали, как будет отдаваться друг другу распоряжение, команды, оркестр, участие. Это именно, если количество состава, это тот количество, которое должно быть. А техника, ее сегодня не было, техника будет позднее. Будет генеральная репетиция, вы все сможете это заснять. Но мы говорили о том, что мы ожидаем определенной провокации в канун праздника 8-9 мая. Плюс диверсионные группы, которые работают на линии соприкосновения в различных точках. Поэтому все возможно. А иностранных не шпионов, а легионеров или кого не ловили? Я уже говорил по этому поводу, о том, что если бы мы взяли в плен одного из иностранных наемников, то об этом известно было бы всем. Да, есть радиоперехваты, данные разведки о том, что не присутствует, но разговор это одно, а когда он есть, будет вот он живым стоять, совсем другое. Поэтому когда это произойдет, то сразу об этом тоже все знают. Вопрос. Вчера в Макеевке в районе по 12 был услышан мощный взрыв, и вечером после 9 продолжительное время была слышна какая-то канонада. Можете как-то прокомментировать? Нет, не могу. Макеевке была Макеевке канонада, я же говорю, смотрите, 152-я, когда взрывается, слышат везде. Если частота ее увеличивается, то, соответственно, кажется о том, что там идет какой-то поезд. Я же почему сказал, что по Спартаку и по шахте Октябрьская был самый сильный обстрел, и именно зона аэропорта, если мы берем как такую площадь. Поэтому людям, которые живут, то есть ветер в ту сторону дует, и кажется о том, что где-то близко. Нет, это находилось там. Нам скрывать как бы нечего. Если бы они пошли где-то с провокацией в другом районе, мы об этом не сказали. Да, плюс еще обстрел происходил Ясиновато. Это рядом вообще с Макеевкой. Это люди могли. Спасибо.